Результаты жеребьевки Еврокубков. Замена для Влаховича. Джейдон Санчо в Бундеслиге. Травма Алабы. Отказ Арсенала. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Вингер МЮ Джейдон Санчо может вернуться в Бундеслигу. 23-летний англичанин интересен Лейпцигу, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Лейпциг намерен обсудить с Манчестер Юнайтед вопрос снижения высокой зарплаты бывшего полузащитника Боруссии, которая оценивается в 20 миллионов евро. Санчо по-прежнему отстранен от работы с основной командой Манчестера. Лондонский Челси не сможет реализовать свой план по подписанию голкипера Арсенала Аарона Рамсдейла в январское трансферное окно. Синие потеряли своего первого номера Роберта Санчеса из-за травмы, а его место в воротах занял дублер Джорджи Петрович. По данным Evening Standard, Челси намеревался подписать Рамсдейла, который считается вторым номером у Микеля Артеты после Давида Раи. Но канониры отказались продавать своего голкипера. Реал надолго потерял Алабу. В 17-м туре Ла Лиги сливочные разгромили Вильяреал, но радость омрачена серьезной травмой Давида Алабы. В результате медобследования у него диагностировали разрыв крестообразной связки колена. В ближайшее время Алаба перенесет операцию и пропустит остаток сезона. В первом тайме Реал вел 1-0. Алба прессинговал Жерара Морено и неудачно поставил левую ногу и упал. Сам защитник подняться не смог. Давид покинул поле только с помощью докторов. Эль Черенгита запечатлели грустного Алабу, когда его увозили со стадиона. Проблемы с коленом у Алабы были в сезоне 14-15, но и тогда он сыграл 29 матчей во всех турнирах за Баварию. Пропустил лишь 2 месяца в середине сезона и еще 2 в конце. Выбывал с тех пор максимум на месяц по другим поводам. Теперь все намного сложнее. По информации Марка, несмотря на то, что изначально Реал не планировал подписывать игроков зимой, травма Алабы может изменить планы клуба. В ближайшее время руководство клуба рассмотрит различные варианты для немедленного усиления линии обороны. Сообщается, что фаворитом Реала является защитник Бенфики Антонио Силва, интерес к которому также проявляет Манчестер Юнайтед. Однако цена на него будет высокой, поскольку на данный момент Силва является одним из самых востребованных игроков португальского клуба. Известно, что сумма его отступных составляет 100 миллионов евро. Также рассматриваются кандидатуры Гонсало Инасио из Спортинга и Лени Йора из Лиля. Дортмундская Боруссия хочет арендовать защитника Тоттенхэма Серхио Регилона, сообщает Sunday Mirror. На данный момент испанец находится в аренде у МЮ, но в контракте прописана возможность долгосрочного расторжения контракта в январе. Если дьяволы откажутся от игрока, то Регилон будет вести переговоры с Боруссией. Серхио перешел в Тоттенхэм из мадридского Реала в сентябре 2020-го. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 25-го. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов раскритиковала FIFA за расширение клубного чемпионата мира. Ранее стало известно, что в 2025 году турнир будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов. Решение FIFA провести клубный ЧМ в 25-м с 15 июня по 13 июля без принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности нагрузки на игроков демонстрирует отсутствие внимания к психическому и физическому здоровью участвующих, а также пренебрежение их личной и семейной жизнью. Расширение турнира сократит время отдыха и восстановления этих игроков в конце сезона.
Игрокам придется выступать в конце 11-месячного сезона с небольшой вероятностью получить достаточный отдых до начала следующего сезона. В срочном порядке FIFPro призывает FIFA посодействовать обсуждению вопроса о введении базовых правил по охране здоровья и безопасности игроков для поддержки благосостояния профутболистов, говорится в заявлении. Как пишет Corriere dello Sport, Ювентус рассматривает вариант с Виктором Бонифаса как усиление атаки, которая вскоре может остаться без Душана Влаховича, учитывая плохую игру серба и отсутствие голов в его исполнении. По данным газеты, сделка может быть заключена уже в январе или в июне, но сначала придется продать Влаховича, а потом уже можно будет заняться приобретением нигерийца из Байера, за которого просят 40 миллионов евро. Вчера в Ньоне прошли жеребьевки Еврокубков. Из пар, которые сыграют в 1/8 ЛЧ, выделяются Наполи-Барселона и Интер-Атлетико Мадрид. Первые матчи этой стадии пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. В стыковых матчах второго по счету европейского турнира выделяются две встречи – Фейенорд-Рома и Милан-Рен. Первые матчи запланированы на 15 февраля. Ответные встречи пройдут спустя неделю. А в Лиге конференций пары выглядят следующим образом. Первые стыковые состоятся 15 февраля, ответные 22. Победители этого раунда в 1/8 выйдут на победителей групп Лиги конференций. Опорник Манчестер Сити Калвин Филлипс может продолжить карьеру в Ювентусе. Итальянский клуб начал переговоры об аренде англичанина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Бьянконери хотят включить в сделку опцию выкупа, а горожане, чтобы после аренды Ювентус обязательно выкупил игрока. Сам Филлипс согласен на переход. В этом сезоне АПЛ Калвин провел 4 матча, играя в среднем по 22 минуты. Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо поделился мыслями о своем будущем в итальянской команде. «Я счастлив здесь, но у меня заканчивается контракт, так что это решение принимает клуб. Я сосредоточен на сегодняшнем дне и отдаю все, что у меня есть. У меня очень-очень хороший клуб с множеством приятных людей и группой игроков, которые не являются лучшими игроками в мире, но они очень-очень хорошие ребята и хорошие игроки. Болельщики потрясающие, а город удивительный, так что я очень счастлив здесь», — сказал Моуриньо. Кике Флорес стал новым главным тренером Севильи. 58-летний специалист подписал контракт до 2025 года. Флорес стал третьим тренером Севильи за сезон. 8 октября клуб уволил Хосе Луиса Менделибара, 16 декабря Диего Алонсо.